Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Давно я не выкладывала свои видео. К сожалению, очень много времени занимает у меня моя основная работа. И вот потихоньку по вечерам я решила связать себе вот такой ажурный шарфик. Шарфик, либо палантин, как мы его называем. Вяжу я из пряжи Ализе. Давно лежат у меня, года 4, наверное, лежат моточки Ализе. И все-таки я решила их пустить в дело. Итак, Ализе Ангора Голд. В составе у нас 80% акрила, 10% мохера и 10% шерсти. Цвет у нас 152, кому интересно. Цвет 152. Такой меланжевый, такой интересный цвет. Какой-то сероватый, со светлыми коричневатыми такими прожилочками. Так, в 100 граммах моток 100 грамм. В 100 граммах 550 метров. Производитель нам рекомендует спицы от 3 до 5. Я же вяжу спицами номер 4. Вот спицы номер 4, да, так как это у нас ажурная будет вязка. Использую я ажурный узор. Вот такой интересный узор. Поэтому для того, чтобы он был более воздушный, я взяла спицы не номер 3, а спицы номер 4. Да? Можно даже попробовать спицами 4,5 и спицы номер 5. Сейчас я хочу показать вам, как вяжется этот узор. На данный момент у меня отвязано уже 8 раппортов в высоту, то есть в длину. Вот я начала вязать, видите? Вот. 8 раппортов, и составляет у меня пока длина 70 сантиметров. И где-то я, наверное, еще отвяжу 8-9 раппортов. Ну, посмотрю, сколько мне хватит еще мотка. Думаю, что я обойдусь одним мотком. Так, когда мы проведем влажно-тепловую обработку, все петли у нас, полотно у нас распрямится. Петли встанут на место, и я думаю, что получится у нас, ну, просто красота. Использую я вот такой интересный, красивый ажурный узор, посмотрите. Но в оригинале в этом узоре вот здесь присутствуют шишечки. Я убрала эти шишки, как бы они мне не очень здесь нужны. Если вы хотите, пожалуйста, можете вязать шишечки. Я, в принципе, довольна. И вот так мне нравится, как ложится узор и без шишек. Итак, раппорт узора состоит у нас из 20 петель. Вот раппорт узора. 20 петель. Я добавила еще в начале полотна 3 петли и в конце полотна 3 петли. То есть у меня идет вот такие 2 дорожки в начале и в конце. Дорожка и платочной вязки. Если вам это не очень нужно, пожалуйста, их можно не вязать. Я взяла 80 петель, то есть 4 раппорта узора. И, в принципе, вот такая ширина мне вполне достаточно. Итак, 80 петель плюс 6 петель этих дорожек по 3 петли в начале и в конце, это 86, и плюс 2 петли кромочные в начале, кромочная, и в конце, то есть 88 петель. Набрала на спице номер 4 88 петель и провязала 3 ряда платочной вязкой, то есть полностью все лицевыми петлями. Вышла на лицевую сторону и приступаю к вывязыванию узора. Для облегчения вязания, то есть, да, чтобы вы не запутались в раппортах, я каждый раппорт отделила маркером. То есть у меня 4 раппорта, и вот смотрите, я отделила эти 4 раппорта маркерами. Итак, начинаем вязать первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, а последнюю кромочную
конце я провязываю изнаночной петлей. Итак, первая кромочная снимаю. Ссылочку на схему узора я вам оставлю в описании под видео. Смотрите, скачивайте, вернее, распечатывайте и смотрите. Итак, первая кромочная сняли. 3 лицевых. 1, 2, 3. Все. Они у нас будут неизменные. Что в лицевом ряду, что в изнаночном ряду. Провязываем 3 лицевых в начале и 3 лицевых петли в конце. И также по изнаночной стороне. Далее начинаем вывязывать узор. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем следующие 2 петли я разворачиваю правой стенкой к себе и провязываю их вместе с наклоном вправо. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываю за правые стенки. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, вот у нас раппорт узора. Первый ряд раппорта узора провязали. Далее вяжем таким же образом до конца ряда. Перешли на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Следующие 3 петли дорожки провязываю лицевыми, что в начале ряда, девочки, также и в конце ряда. Вот здесь вот 3 петли я провязываю лицевыми и кромочно-изнаночной. Остальные все петли между этими дорожками провязываем изнаночными петлями, в том числе и накиды. То есть у меня 80 петель я провязываю изнаночными петлями. И по изнаночной стороне все время вяжем одинаково. То есть к изнаночной стороне я больше обращаться не буду. Буду показывать только по лицевой стороне вязания самого узора. Третий ряд узора. Кромочную снимаю, 3 лицевые дорожкой платочной вязки и вяжем узор 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я их разворачиваю правой стенкой к себе, провязываю вместе. Лицевая, накид, 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Все, провязали третий ряд раппорта узора. И так вяжем до конца ряда, повторяя каждый раппорт, и затем провязываем изнаночный 4-й ряд. 5-й ряд кромочная, 3 лицевых. Дальше провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с наклоном вправо за правые стеночки, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Все, провязала 5-й ряд раппорта узора. Продолжаем до конца ряда и вяжем 6-й изнаночный ряд. 7-й ряд раппорта узора. Кромочная, 3 лицевых. И переходим к самому узору. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли разворачиваю
и провязываю их вместе с наклоном вправо. Лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я их разворачиваю, провязываю за правые стенки. Накид, 3 лицевых, 1, 2, 3. Накид, 2 лицевых вместе с наклоном влево. Накид, лицевая, 2 лицевых вместе с наклоном влево и 3 лицевых. И так далее продолжаем до конца ряда. И вот такой у нас вот получается ажурный узор. Все, вяжем до конца ряда и изнаночный 8 ряд. 9 ряд, кромочная, 3 лицевых. Не забываем, эти 3 лицевых у нас и в конце узора, в конце полотна. Так, провязываем с вами 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 петли вместе с наклоном вправо, развернула, провязала, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, развернула, провязала, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, развернула, провязала, накид, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевых. Все, это у нас был 9 ряд раппорта. Вяжем до конца и плюс изнаночный 10 ряд. 11 ряд раппорта узора, кромочная, 3 лицевых и следующее 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, развернула правой стенкой к себе, провязала, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, 1, 2, 3, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая. Все, и так вяжем до конца ряда, повторяя раппорт узора, и провязываем 12 изнаночный ряд. 13 ряд, кромочная, 3 лицевых. Дальше провязываем следующим образом: лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, 13 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо, разворачиваю, провязала, лицевая, накид. Это у нас 13 ряд раппорта узора. Далее вяжем следующие раппорты таким же образом и провязываем 14 изнаночный ряд. 15 ряд узора, кромочная, 3 лицевых и сам узор, 2 лицевых, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваю, провязываю, лицевая, накид, лицевая. И таким образом вяжем до конца ряда и провязываем 16 изнаночный ряд. 17 ряд, кромочная, 3 лицевых,
лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Далее провязываем 9 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо. Развернула, провязала, накид. Все. И так далее продолжаем до конца ряда. И провязываем 18 изнаночный ряд. 19 ряд. Кромочная, 3 лицевых. И переходим к узору. 2 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Далее провязываем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых. 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваю, провязываю, накид, лицевая. И так вяжем до конца ряда и провязываем следующий 20 изнаночный ряд. 21 ряд. Кромочная, 3 лицевых, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево. Далее 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваю, провязываю вместе, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Вяжем до конца ряда и провязываем следующий 22 изнаночный ряд. 23 ряд. Кромочная, 3 лицевых, 2 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, развернула, провязала, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Итак, это 23 ряд раппорта узора. Это последний ряд, последний лицевой ряд. Вяжем до конца ряда, повторяя данный раппорт узора, и провязываем 24 изнаночный ряд. Закончили 24 изнаночным рядом, и на этом мы закончили с вами вывязывание раппорта узора. Итак, раппорт узора у нас состоит из 20 петель в ширину и 24 рядов в высоту. Итак, вот такой красивый ажурный узор у нас с вами получается. Вот такая красота, девочки. Так, дальше вяжем высоту, которую вам необходимо, то есть длину, да, для шарфика это будет длина. В конце, когда я уже отвяжу необходимую длину, я провяжу 4 ряда платочной вязки, то есть чтобы у меня было так же, как и в начале
вязания. 4 ряда платочной вязки и затем закрою край методом игла вперед, то есть имитация наборного края. У меня есть отдельное видео, ссылочку в описании я вам оставлю на этот метод. Также вы можете закрывать любым удобным для вас способом, но так, чтобы у нас край полотно не стягивалось. И все. И на этом я закончу вывязывание своего шарфа ажурного, либо, как мы его называем, палантин. Ну вот, девочки, дальше вяжем самостоятельно свои шарфики или палантин, как мы его называем, да, такой ажурный, красивый будет у нас палантин. Думаю, что каждая из вас останется довольна таким изделием. Я не буду томить вас. Я еще, честно, не знаю, когда я его довяжу, поскольку действительно у меня не хватает свободного времени и времени именно на вязание. Поэтому фотографии в дальнейшем вы можете по этому изделию посмотреть у меня в Инстаграм. И обязательно не забываем подписывать, отмечать свои работы под хэштегом, который вы видите на экране. Всем дружных спиц, веселых петелек, вяжите с любовью, носите с удовольствием. Надеюсь, данный урок по вязанию этого прекрасного узора вам понравился. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.